Друзья, всем доброго утречка. Наконец-то у нас более-менее что-то похожее на весну. И смотрите, как я очень сильно радуюсь. Наконец-то мой участок более-менее освободился от снежного плена. Вот эта вот кучка, это то, что мне с крыши скидывали, вот что от нее осталось. Друзья, в сегодняшнем видео я расскажу, как сейчас бы я покупала и выбирала деревенский дом, как бы я переезжала в деревню, имея тот опыт, который у меня есть на текущий момент. Здесь я живу уже 3 года, и также в конце этого видео я прогуляюсь вместе с вами по моему участку, покажу, что у меня там происходит в апреле, и также мы посмотрим с вами речку за моим участком. Друзья, всем привет! Недавно я выпустила видеоролик, в котором рассказала, с какими трудностями я столкнулась при переезде в деревню. И под этим видеороликом было много просьб рассказать о том, как бы я сейчас искала и покупала деревенский дом, как бы я переезжала, уже имея тот опыт, который у меня сейчас есть. Вот, значит, сегодня будет видео о моем идеальном переезде в деревню, как бы я сделала это сейчас. И сразу скажу, свой деревенский дом я купила точно не на эмоциях, я его искала целых полгода, и практически всю жизнь вынашивала эту идею о переезде из города в деревню. Так что выбор этот мой не спонтанный, он был вполне осознанный, но на тот момент у меня не было опыта. Сразу также оговорюсь, что новый дом я покупать не собираюсь, переезжать никуда не собираюсь, а то вы уже в комментариях там что-то выдумываете на этот счет. Я просто поделюсь с вами своим опытом о переезде, как бы я сделала это сейчас, да. И, возможно, этот опыт будет полезен тем людям, которые тоже планируют покупку дома деревенского, да, и переезд в деревню. И также сразу оговорюсь, что я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Я просто буду делиться лично своим опытом, скажем так, расскажу о том, чтобы я посоветовала Наташе из прошлого, у которой еще не было такого опыта на тот момент, да. Также хочу отметить, что на тот момент я действовала исключительно из тех финансовых возможностей, которые у меня на тот момент были. И сейчас я тоже буду действовать только из тех финансовых возможностей, которые у меня сейчас есть, да. Собственно, об этом будет сегодня и речь в этом видео. Но если по большому счету так рассуждать, да, все действительно упирается только в финансы. Все, видео можно закрывать, и все, на этом все. Но если серьезно, друзья, первое, что бы я сделала, то начала бы искать дом задолго до того, как у меня появились на руках деньги на его покупку. Потому что так бы я сэкономила кучу просто времени, и также у меня появилась бы насмотренность, и я бы более четко и ясно понимала, что именно мне нужно к тому моменту, когда у меня эти деньги на руках на покупку дома, собственно, и появились. Но тогда я сделала все совершенно не так. Я сидела просто и ждала, когда у меня будет сделка по продаже моей доли квартиры. Я продавала ее сестре, и пока этой сделки не было, пока у меня на руках денег не было, я сидела сложа лапки и думала, ну как же я сейчас пойду искать дом, как же я его буду выбирать, когда у меня на руках денег нет совсем. Но когда сделка состоялась, у меня на руках появились деньги на покупку дома, я начала искать его как сумасшедшая, друзья. Я часами, ночами, днями сидела, листала Авито, сортировала объявления, выбирала дома для осмотра. И все это было, знаете, в такой суете, нон-стопом. И вот на тот момент, если бы я начала искать дом задолго до того, как у меня появились деньги на руках, смело просто смотреть объявления, сортировать их, ездить на осмотры. Тогда бы у меня к моменту того, как у меня появились деньги, я бы уже имела 2 или 3 варианта дома для покупки. Мне не нужно было бы суетиться, скорее, вот у меня сейчас деньги на руках есть, скорее бы надо на них что-то купить, да. Есть такой червячок, тревожность по поводу денег, по поводу крупных сумм, да, которые лежат у нас на счетах. И хочется их скорее потратить, поэтому зачастую мы делаем какие-то суетливые такие действия, которые тратят очень много нашей энергии. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Искать нужно задолго до того, как вы вообще планируете что-то покупать. За просмотр, как говорится, денег не берут. Но зато, если вы будете смотреть и выбирать дома обстоятельно, размеренно, без суеты, без какой-то спешки, у вас будет возможность выбрать именно то, что вы хотите, да, на протяжении длительного времени. Вы посмотрите много вариантов всяких.
и у вас уже появится насмотренность на деревенские дома, и понимание возникнет благодаря этой насмотренности, что именно вы хотите, купить, а не то, что вам посоветовала подруга, мама, сестра и так далее. Это важно, потому что если мы не понимаем, что мы хотим, мы ориентируемся на мнение каких-то других людей, и в итоге покупаем то, что вообще нас потом не радует, и мы вообще думаем, что нас обманул кто-то там, что мы ошиблись и так далее. Нет, друзья, просто мы должны понять, что именно мы хотим. А понять, что именно мы хотим, мы сможем только тогда, когда у нас будет большая насмотренность. Поэтому нужно искать уже сейчас. Вот если сейчас у вас нет денег на покупку дома, но вы когда-то там в планах планируете его купить или мечтаете об этом, обязательно смотрите объявления, сортируйте их по фильтрам, там, смотрите, ездите на осмотр, если вам что-то очень сильно понравилось, потому что когда вы приезжаете на осмотр, у вас еще больше информации появляется о том, какой именно дом вам нужен. В общем, так вы выиграете гораздо больше времени, если будете искать уже загодя. Поэтому, если вы мечтаете, то мечтайте осознанно, щупая своими ручками, зыркая своими глазками, да, по сторонам. Я сторонник той теории, если человек чего-то хочет, и он что-то делает для этого, появятся деньги. Если человек конкретные действия какие-то делает, физические, да, деньги и возможности, тогда они как-то откуда-то все-таки появляются. Вот. У меня, кстати, тоже так произошло, когда я поняла, что никакой мужчина меня не обеспечит своим собственным жильем, ни на какого мужа я не смогу положиться, да, каким бы там он идеальным не был. Всегда между двумя людьми есть какие-то разногласия, и люди навсегда вместе, они не могут быть. Да. Придет тот момент, когда нужно будет разойтись, и каждый останется при своем, как говорится. Да. И вот когда я рассталась со своим мужчиной, я вот поняла, что сейчас та точка, в которой я могу создавать свою жизнь собственными руками, без оглядки на чье-либо мнение. Кто, как не я, сделает меня саму счастливой, да? Никакой мужчина это не сделает, конечно, если я сама не знаю, чего я хочу. И вот так я стала искать, что именно я хочу, какую недвижимость я хочу. Второй момент – это я бы искала дом с помощью нейросетей, друзья. Так бы мои поиски ускорились в сотни раз. Но на тот момент я покупала дом в 2023 году, искала его в 2023 и в конце 2022. Я даже не знала, друзья, о том, что такое нейросети, представляете? Значит, друзья, сейчас я вам покажу, как бы я искала деревенский дом с помощью нейросетей, если бы они на тот момент у меня были, и если бы я вообще о них знала что-то. Блин, сейчас намного было бы все проще. Вот сейчас я вам покажу небольшой лайфхак, как это сделать. Значит, я захожу в чат GPT. Тут зарегистрироваться нужно на сайте chatgpt.com. Либо вы можете воспользоваться нашим российским аналогом чата GPT Alisa. alisa.yandex.ru. В общем, вы можете воспользоваться либо российскими нейросетями, либо зарубежными, неважно. Вот я лично вам сейчас покажу на примере чата GPT, как это можно сделать. Вам нужно ввести в чат GPT такой запрос. Значит, найди мне деревенский дом в Нижегородской области на Авито или Циане с русской печью, с газовым отоплением, водой, заведенной в дом, санузел, чтобы был в доме, чтобы дом был из дерева, чтобы рядом был райцентр и возможность уехать в город на автобусе, чтобы участок был не менее 15 соток, но это лично мои пожелания, да, и чтобы дом был обособленно стоящим подальше от соседей. И обязательно напиши ссылку на объявление каждому варианту. И вот он мне, значит, тут выдал уже по моему запросу некоторые объявления. Вот здесь он мне пишет: я нашел конкретные объявления с ЦИАН или агрегированные с Авито в Нижегородской области. Даю тебе прямые ссылки. Отбирал строго под твои критерии. Дерево, печь, газ, возможность газа, вода, санузел, 15 соток, чуть больше, и транспорт. И вот он мне, вот первый дом, который он нашел, в деревне Бахмут, Лысковский район. Смотреть объявление на ЦИАНе. Он сразу вот здесь дает ссылку. И вот здесь сразу пишет критерии. Дом деревянный, русская печь, газ в районе. Подключаем частично, есть вода заведена, санузел в доме, ванная плюс туалет, 15 соток, Волга рядом, отдельно стоящий дом. Очень близко к вашему идеалу, пишет мне нейросети. Дом реально деревенский, не новострой. То есть
Чтобы вот найти вот это объявление без нейросетей, мне бы приходилось долгими часами скроллить все площадки, на которых размещается объявление о продаже деревенских домов, да, там Авито или Циан, что я и делала 3 года назад, собственно, да. А здесь он моментально вам нашел максимально подходящий для вас дом. Значит, вот видите, первый вариант — дом в деревне Бахмут, второй вариант — дом в деревне Ушенино, Борский район. Тоже, видите, все условия, которые я описала, он мне здесь показал. Третий дом в селе Тагаево, Починковский район. Но, видите, он здесь даже пишет то, чего нет вот по моим критериям. Например, нет подтверждения санузла дома, нет данных про печь, вода, колонка не заведена. То есть честно пишет дальше, смотрите, честный разбор полностью под все условия, включая именно русскую печь, плюс газ, плюс санузел, плюс вода, плюс уединение, плюс автобус. Таких домов очень мало, даже в Нижегородской области. Поэтому имейте в виду, он даже рейтинг составил. Самый полный вариант, подходящий мне, это в деревне Ушенино. Что это за деревня Ушенино? Бревенчатый дом, Борский район. Тут даже 2 печи с газом. Видите, есть такие дома, но мало их, но они есть. Скважина, вода в доме, септик дома, 19 соток, больше 15. Автобус 15 минут пешком, 15 километров до города Бор, райцентр. Ну, это почти как у меня, до моего райцентра, у меня тут 10 километров. Почти идеальное совпадение, есть транспорт, редкости и большой участок. Видите, он нашел объявление сразу, которое вы можете сразу добавить в осмотр, то есть связаться с продавцами и пообщаться с ними и договориться об осмотре дома, да. И вот видите, он даже тут нейросети пишут, лучший вариант для вас это сейчас деревня Ушенино. И самый деревенский, атмосферный – это Бахмут. Печь, Волга, уединение. Ну, там, наверное, с транспортом все-таки проблема. Это нужно для тех, у кого есть машина. И вот здесь он дальше пишет. Я могу сделать жесткий фильтр именно под твой идеал, включая только русскую печь, только санузел в доме, только реальный газ, не по границе, только уединенные дома, не впритык. И он даже спрашивает, какой бюджет у тебя, насколько далеко от города ты готова уехать. И я найду прям в точку до 10-20 вариантов со ссылками. Понимаете, насколько это удобно, друзья, сейчас. Сейчас нейросети использую во всей своей повседневной жизни. И без нейросетей сейчас просто не обойтись нигде. Это не какая-то там фантастика, мистика, что-то далекое, это уже реальность наших дней как бы. Если бы в 2023 году я искала дом, и у меня был бы такой инструмент, я бы нашла дом гораздо быстрее, меньше бы потратила на его поиски времени. Обязательно воспользуйтесь возможностью поиска через нейросети. Вот, друзья, объявление о доме, который продается в деревне Бахмут Лысковского района Нижегородской области. Вот, здесь все идеально по моим запросам, кроме газа. Тут с газом что-то непонятно. Я для интереса открыла это объявление на Циане. Вот так вот выглядит этот домик. Я сначала так и глянула с внешней стороны, думаю, да ну, ерунда какая-то. Но сейчас смотрите фокус. Смотрите, как внутри отделка какая. Вау, да, неожиданно. Ну, здесь он достаточно добротный, кирпич, видите, какой добротный. И наверху деревянный сруб стоит. 2 этажа. Вот такая вот улица. Дорога, конечно, не ахти, но более-менее аккуратная. Не сказать, что асфальтированная, но, видите, машина рядом может встать с гаражом, с таким добротным он. Здесь печь есть, кстати. И все в мой любимый цвет, белый покрашено. Чат GPT не прогадал. Вот это, видимо, зал. Смотрите, как интересно. Старая мебель интересная. Даже торшер вон. Вот здесь вот дверь старинная, кованая, в подвал или в первый этаж, я не знаю куда. Лестница, смотрите, какая, с балясинами деревянными. На 2-й этаж. Замок. Так, это, видимо, вид сверху. Тут еще какие-то фотографии. Но самое интересное, знаете, я зашла в описание этого объявления. И смотрите, что здесь написано. Продаю купеческий дом. Купеческий это дом, понимаете? 61 квадратный метр с земельным участком 15 соток. Находится в деревне Бахмут на высоком берегу Волги. До реки 200 метров. На границе Кстовского и Лысковского района. Дом двухэтажный. 1917 год постройки. Прикиньте, в год революции его построили. 1-й этаж красный кирпич. Толщина стен
1 метр. Второй этаж бревно. Первый этаж включает в себя пристроенный к дому кирпичный гараж, коридор, кладовую, жилую комнату с русской печкой 25 квадратов. В комнате произведен современный ремонт, заменена электропроводка, стеклопакеты, деревня газифицирована. Широкая деревянная лестница на второй этаж с момента строительства дома также в отличном состоянии, не скрипит. Второй этаж включает в себя холл и 4 комнаты, русскую печь. Дом сохранен в идеальном состоянии, в духе того времени, со своим колоритом. На участке огромное количество плодовых деревьев и кустарников. Один собственник, чистая продажа. Стоит этот дом, товарищи, 1 300 000. За даром. Мне кажется, это крутое объявление. Я бы к нему присмотрелась 100%. Здесь, конечно, много чего сделать надо. Включая экстерьер дома, конечно, можно как-то изменить, чтобы он более-менее смотрелся красиво, да. Но то, что внутри у него уже ремонт произведен, отреставрировано там все, ну, это классно, слушайте. Это классное объявление. Я бы, наверное, его купила на тот момент, когда смотрела дома. Но 17-й год за 1 300 000. Это, знаете, это даже можно купить, сделать из него какой-нибудь гостевой дом, сдавать его в аренду. Это вообще круто. Тем более Волга недалеко. Классное предложение. К сожалению, у меня нет лишних денег, но я бы к нему присмотрелась не только как к жилому, но и как для того, чтобы сдавать в аренду. Посмотрите вот на карте. Вот деревня Бахмут и речка прям рядом. Волга с косой, с песчаной. А второе объявление, которое он мне скинул, я, кстати, не нашла. Это вот в деревне Ушенино, Борский район, бревенчатый дом с автобусом недалеко. Но я почему-то не нахожу. Видимо, это объявление уже сняли с продажи, видимо. А вот еще один из вариантов, который мне предложил чат GPT. Очень дешевый дом, 825 000 всего лишь, даже 1 000 000 он не стоит. 30 квадратов. Внешне очень красиво смотрится. Немножко облагорожена придомовая территория у него. К сожалению, внутри нет фотографий. Но здесь вот объявление написано, что продам дом на участке 31 сотка. Асфальтированная дорога до дома. Удобное место расположения. Рядом магазин-садик. К дому проведен газ, электричество, вода рядом с домом. Нетрудно провести. Вот этот дом бы я съездила, посмотрела. Ну или в крайнем случае попросил бы продавца скинуть мне фотографии, что же там внутри у него. Тоже интересный вариант. Но если вы не понимаете, как искать, как вообще, что это за зверь такой нейросети, да, то я вам рекомендую поучиться на бесплатном курсе у Михаила Христосенко. Вот у него есть бесплатный курс, 5-дневный бесплатный интенсив, где вы освоите нейросети с нуля, начнете делать посты, тексты, картинки, поймете, как вообще взаимодействовать с нейросетями, как использовать их в повседневной жизни, да, они очень нам сейчас в этом помогают. Здесь вот прям вот для новичков вот эта программа с нуля, вот если у вас вообще никакого опыта во взаимодействии с нейросетями нету, если вы не знаете никаких умных слов и ничего не понимаете, вот обязательно сходите на этот курс, там азы по работе с нейросетями вы поймете обязательно. Вот здесь даже описана программа онлайн-курса. Здесь вам расскажут про быстрый заработок на нейросетях, как на них можно заработать, да, про то, как можно сэкономить время и деньги с нейросетями. Это тот случай, который я вам сейчас показывала, да, насколько быстро можно найти то объявление, которое вам нужно, не тратя кучу времени. Я вот сейчас как вспомню, сколько я сидела целыми днями и ночами, листала эти объявления, просматривала. А сейчас просто вы забили запрос в нейросети, и все готово. И вот здесь даже вам подскажут, как запустить стабильный доход через нейросети. Ну и здесь поделиться с вами нейрофишками удвоения дохода, даже если вы находитесь в найме, да. И здесь также есть, что самое интересное, разбор критических ошибок. Вот я, когда начинала работать с нейросетями, я не понимала, как вообще вот эти вот запросы вводить в них, да, и они мне мало чего такого толкового выдавали. Но вот здесь вот про критические ошибки все подробно рассказано, вы это послушайте и уже сами сможете работать с нейросетями. Зарегистрироваться на этот онлайн-курс можно совершенно бесплатно. Там есть такой кабинет, заходите, там все подробно, понятно описано.
Кто такой Михаил Христосенко? Это предприниматель, бизнес-спикер, который за 6 лет обучил более 100 тысяч предпринимателей и специалистов продавать в соцсетях. Он там автор 4 книг, автор более 10 публикаций в журналах, организатор различных конференций. Более 10 лет у него предпринимательского бизнес-опыта. В общем, друзья, я вам оставлю ссылку вот здесь на этот бесплатный онлайн-курс от школы Михаила Христосенко. Обязательно пройдите, посмотрите для себя, узнайте, что такое нейросети и насколько они облегчают нам жизнь. И, возможно, вы там чему-то большему научитесь. Я бы вот все отдала, если бы мне тогда вот рассказали, что такое нейросети вот на таком бесплатном, простом онлайн-курсе. Я бы гораздо быстрее дом нашла, и переезд у меня был бы легче и так далее. В общем, много там фишек интересных. Заходите обязательно. Третий, значит, момент немаловажный. Сейчас бы я искала дом по такой цене, которая бы еще позволяла заложить дополнительную сумму на его обустройство при переезде. Деревенский дом, как вы понимаете, это вторичное жилье, это не новая постройка, да. И, конечно же, здесь в любом случае, в любом, вам потребуются какие-то доделки, переделки, что-то вам захочется по-своему сделать, что-то нужно будет подремонтировать и так далее. Тогда, на тот момент, я, конечно же, тоже закладывала какой-то пул, какую-то сумму на то, что мне нужно будет перевести вещи, там что-то, ну, слегка косметический ремонт какой-то сделать, да. Но я не осознавала, сколько мне еще предстоит вложить в этот дом, даже, казалось бы, на тот момент для меня идеальный. Поэтому его обустройство, оно затянулось, оно растянулось на большой промежуток времени. Вот смотрите, я уже здесь живу 3-й год, а еще сколько всего надо сделать и сколько всего, кстати, сделано. Поэтому всегда планируйте сумму покупки дома так, что вы еще оставляете какую-то сумму на переезд, перевоз вещей, на обустройство дома. Ну, мне кажется, 1500 как минимум нужно. Ну, еще на оформление документов при сделке. Вот это, и про это я уже не говорю, да, там нужно оплатить каких-то специалистов, документы и так далее. 4-й момент. Я бы еще обязательно подгадала покупку дома именно к весне или зимой, потому что у меня бы тогда появилась возможность весной и летом подготовить дом к зиме. Деревенский дом, он на 100% никогда не будет готов к зиме. Вот я вот живу здесь 3-й год, и каждый сезон, весна, лето, осень, я подготавливаю дом к зиме. Это не значит, что я вообще тут ничего не делаю, да? Я просто каждый раз, каждую зиму вижу, что нужно доделать, подделать. И, друзья, по секрету, этот процесс, он просто нескончаемый. Он всегда будет, и каждый год вы будете готовить дом к зиме. Ну, а при переезде, так тем более, там двоекратно нужно что-то очистить, что-то подремонтировать, что-то подлатать. Но на 2-й год вы уже, по крайней мере, будете понимать, ориентироваться лучше, да, в нем, что именно в первую очередь нужно сделать, что второй и так далее. Но в 1-й год, конечно, будет намного сложнее, потому что вы будете видеть огромный фронт работ и понимать, что ого-го, сколько тут всего надо сделать, да. Вот, поэтому оставьте себе какой-то пул времени, чтобы у вас была возможность развернуться в этом времени обстоятельно, не спеша, переехать, что-то потихоньку обустроить, подготовить дом к переезду, друзья. Тут у меня в комментариях кто-то спросил: Наташа, почему же вы сразу не заказали один раз перевозочный грузовик, чтобы сразу перевезти все вещи одним махом и все, и заехать в него. И тогда бы вам не нужно было ездить туда-сюда, мотаться между городом и деревней. У меня ситуация была следующая, друзья. Я работала удаленно, и поскольку здесь, в этом доме, еще не было нормального интернета, работать я могла только в городе. И когда я сюда приехала, когда у меня появилась возможность поставить антенну на конек дома, сделать себе нормальный интернет по скорости, да, здесь, тогда я уже смогла приезжать сюда не только на выходные, но подольше, чтобы здесь уже что-то была возможность какая-то что-то делать, как-то готовить дом. Второй нюанс в том, что если бы я сразу все свои вещи привезла и загрузила в этот дом, то здесь был бы кавардак, я бы не смогла нормально убраться. Тут часть мебели нужно было бы вывести. Мне хотелось просто очистить пространство, подготовить его к моим вещам, чтобы его завести, да, и нужно было кое-где убраться, установить интернет, поэтому я до того, как перевезла все основные вещи, я потихонечку ездила туда-сюда,
перевозила с сумками вещи. Ну и также, друзья, я, конечно же, переживала за своих котеек. У меня на тот момент было всего лишь 2 кошки, Буся и Триша, и они ни разу не ездили в переносках куда-то. Ну, там я возила их в ветеринарку, но на длительные расстояния, 2 часа в пути, они ни разу не ездили. И я за них очень переживала. Поэтому я договорилась с другом, что он мне поможет этих кошек перевезти, и мы с ним ехали. Так что переноски с кошками стояли рядом со мной на сиденьях. Вот, и я их постоянно успокаивала, они там мяукали, просились, они были напуганы, конечно же, тут шумит машина, они там и писались от страха, и блевали и так далее. Вот, ну, животные, что вы хотите. Поэтому я за них переживала, и перевозочный грузовик точно был не для них. В моем случае я сделала так, чтобы им максимально было комфортно, чтобы я была с ними рядом и так далее. Вот. И когда вы будете переезжать в деревенский дом, вы тоже не сможете одним нахрапом сразу выгрузить все вещи там из квартиры или откуда вы там переезжаете и привезти сразу в деревенский дом. У вас не получится это сделать, потому что вы будете приезжать в дом, и вы, когда приедете в дом, вы поймете, ага, вот здесь надо этот диван вывести, чтобы поставить мой стол. Или там, вот здесь нужно будет установить интернет, иначе я не смогу работать удаленно. А вот здесь мне нужно будет подъезд к воротам сделать, иначе я не смогу подвести свою машину. Там куча будет обстоятельств, из-за которых вы поймете, что переезд это будет неоднократная акция, да, вы будете, даже имея машину, и туда-сюда кататься, чтобы как-то потихоньку перевести, обустроить все, подготовить к переезду. Следующий момент. Сейчас бы я искала дом обязательно с газом, с газовым отоплением, друзья. Я уже 3-й год живу в деревенском доме и понимаю, что такое газовое отопление, насколько это комфортно в частном доме. И насколько это важно. Печь – это, конечно, классно, романтично, и вы можете найти дом с печью, но обязательно учитывайте то, чтобы у вас была возможность завести газ в дом. На момент покупки вот этого дома я вообще не знала, что такое газовое отопление. У меня тоже были романтические представления о том, как я буду топиться печью. И, в общем, когда я первую зиму это попробовала, я поняла, насколько физически это тяжело. Если вы переезжаете одна, тем более, да, если вы женщина, если вы одна намереваетесь переехать в деревню, учитывайте обязательно это, потому что печное отопление – это дрова, это тяжелый труд, друзья мои. Ну, если вы хотите печку, ну, купите дом с печью, но обязательно предусмотрите, чтобы было еще какое-то другое отопление, газовое там или электрическое, или еще какое-то. Я, кстати, от печей не отказываюсь, несмотря на то, что у меня есть газовое отопление сейчас, да, у меня есть русская печь, которую я использую чисто как камин, чтобы, ну, там в ней что-то приготовить или посидеть прохладным дождливым вечером возле нее, покайфовать, там с гостями посидеть возле живого огонька, да, на печи погреть свои косточки. Еще, кстати, я планирую снести вторую печь, которой я отапливала дома. У меня там вторая печь голландка на кухне стоит, к которой была подключена отопительная система. И вот и первую зиму я топилась именно через эту печь. В печи в этой встроен огромный бак с водой. И вот этот бак с водой нужно было раскочегарить, чтобы дом разогрелся, чтобы вода вот эта разнеслась по трубам в доме. И это было очень сложно, потому что огромный там бак на много-много литров. Я точно не знаю сколько, но 100 литров, наверное, там точно есть. И представьте, вскипятить 100 литров на костре, сколько сил надо, сколько дров надо, да. В общем, друзья, сейчас я бы искала дом обязательно с газовым отоплением. Ну, может быть, я нашла бы дом с газовым отоплением и поставила печь как резерв какой-то, да, если вдруг что-то с газом случится, у меня бы обязательно была печь. Ну, собственно, как сейчас у меня есть, да. У меня есть 2 вида отопления, и это в наше время особенно предусмотрительно, друзья. Еще один момент. Сейчас бы я побольше бы путешествовала, друзья, как это ни странно, да. А вот когда я стала искать дом, только тогда я стала курировать по Нижегородской области, как можно шире старалась охватить Нижегородскую область, чтобы посмотреть, в каких уголках Нижегородской области какая растительность, где что растет, какой ландшафт. Вот это я поняла только когда искала дом, понимаете? Если бы я гораздо раньше путешествовала по Нижегородской области, мне бы легче на тот момент было бы найти дом.
я бы понимала уже, где я хочу, в каком районе Нижегородской области я хочу купить дом. У меня было уже понимание. Вот. А поскольку я по Нижегородской области не особо много ездила на тот момент, и надо было все-таки более активной в этом быть, да, тогда бы мне легче было искать дом. Значит, еще один момент. На тот момент, когда у меня появились деньги на покупку деревенского дома, я смотрела дома не только в Нижегородской области, я смотрела и в близлежащих областях, в Ивановской, в Московской области, в Кировской области, ну туда, куда-то севернее, да. То есть я везде смотрела и прикидывала так, а смогу ли я туда поехать, а не смогу ли я туда поехать. И какие-то дома мне очень нравились, и я даже была готова переехать куда-то в соседнюю область, да, если я куплю дом. Но, слава богу, я этого не сделала, друзья. Слава богу, я нашла дом именно в Нижегородской области и как можно ближе к городу, ну, максимально близко настолько, насколько мне позволяли мои финансы, потому что чем ближе к городу, тем дом, он дороже, конечно же, как вы понимаете, будет стоить. До этого у меня был опыт осмотра дома, где нужно было на электричке ехать 4 часа, только чтобы до места назначения прибыть. На электричке, на скоростной 4 часа. Это как до Москвы доехать, друзья. И там еще сколько я пробыла, там часа 2-3, пока смотрела этот дом, да, меня там встретил хозяин этого дома и показывал его. И потом я на электричке еще 4 часа ехала до Нижнего Новгорода. То есть у меня практически 12-часовой такой осмотр одного дома. Весь выходной, короче, я свой потратила и приехала домой в Нижний уже очень поздно, в ночи. Посмотрела я так один дом и поняла, что очень далеко от Нижнего Новгорода дом я точно не хочу. И в соседних областях я тоже не хочу, потому что это очень далеко от моих родственников, это очень далеко от того места, которое я очень хорошо знаю, а Нижний Новгород я очень хорошо знаю, да. И я поняла, что обязательно буду искать поближе к городу, но насколько это возможно. В итоге я нашла и купила дом в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Вот я сейчас смотрю в окно, там кошки мои мышей ловят, носят вовсю, уже популяцию регулируют. У меня потихоньку сходит снег, и нор, очень много нор. Я потом покажу, поснимаю вам. Очень много нор по всему участку. В этом году очень много мышей почему-то. Друзья, прежде чем идти показывать вам свой участок и к реке прогулку, я вам обещала, да, хочу вам показать классную штуку. У меня, значит, есть подписчик, который занимается изготовлением изделий из кожи. И вот он мне прислал подарок вот такой красивущей коробки из дерева. Она прям вообще, посмотрите, посмотрите, какая она красивая. И я уже его посмотрела, но хочу вам показать этот подарок. Здесь, значит, он мне прислал письмо. Очень душевное, теплое письмо. Денис Александров, спасибо большое. И он делает вот такие вот шикарные вещи. Вы посмотрите, вы только посмотрите, какая красотища. И везде, вот видите, такое тиснение, что сделано Александровым все. Это вот, значит, обложка, точнее не обложка, это блокнот полноценный. То есть, сейчас я вам его покажу. Вот так вот виднее будет. Вот, смотрите, смотрите. Здесь кармашек, здесь можно что-то положить в кармашек можно. Здесь вот такая вот, ну, как тетрадь на кольцах, видите? То есть этот блокнот, он до бесконечности можно пользоваться. То есть если закончится тетрадка, вот это вот, можно вставить новые листы. Они продаются отдельно. Вот. А обложка у вас останется, то есть навсегда. И вот здесь, смотрите, еще какие кармашки для всяких мелочей, записок, заметок. Это классно. Вот если я когда была студенткой, я обожала такие тетради на кольцах. Вот это была бы моя любимая тетрадь. Но сейчас я оставлю ее для своей работы. Будут у меня заметки по блогу какие-нибудь. Буду здесь записывать. Давно, кстати, от руки не писала. Очень пригодится. Может быть, что-то про свои посадки буду здесь писать в этой тетради. Классная. Спасибо большое. Тут даже, вон, видите, на клепочке. Специально, чтобы она не поцарапалась, есть пленочка. Вот так вот. Как аккуратно все сделано. Вот здесь еще обложка на паспорт. Кстати, надо будет заменить. Смотрите, какая она классная. Обалдеть, да? Сколько карманов внутри этой обложки. Круто. Ну, все, у меня теперь новая обложка на паспорт. Причем этот цвет мне очень нравится. Обожаю рыжий цвет. Рыжий и зеленый. И вот здесь прошито стежкой очень все аккуратненько. Вы посмотрите, обложка неубиваемая. Крутая. И вот такой вот кошелек или портмоне, что это, я не знаю, сейчас вам покажу. Вот так вот он выглядит.
Вот, смотрите. Здесь можно денежки большие складывать, денежки маленькие. И карточки. Для карточек тоже есть отделение. И на 2 клепках он. Здесь, кстати, тоже, видите, пленочки такие, чтобы не поцарапались кнопки. Ой, такая красота, вы посмотрите. Даже есть специальный шнурок, чтобы его не потерять на карабине. Вот так вот берете и носите с собой. Тарам-тарам, в качестве сумочки. В общем, очень красивая вещь. Я считаю, такое можно подарить кому-нибудь в подарок. Особенно мужчинам, наверное, будет приятно. Вот, ну а у меня теперь будет такой красивый набор тоже рыжего цвета. Его можно, кстати, любого цвета заказать. Оставлю вам ссылку на Дениса Александрова, на его соцсети, вот здесь вот на экране. По QR-коду проходите и тоже любуйтесь. Он там и ремни изготавливает, и цвет можно выбрать с такого же набора, не только рыжий. Там есть и черные, еще какие-то у него. Вот такая красотища у меня теперь есть. Иди сюда. Вот гуляет со мной здесь. Ты моя кисюня. Скажи, красотка. Привет. Бель. Белек. Тебе тут нравится, да? Кс-кс-кс-кс. Как здесь хорошо, да, птички. Скажи, можно мышку поймать. Да, Бел? Ей очень нравится. Кедр, вон, уже, мне кажется, начал расти. У него макушка распушилась. Участок более-менее освободился от снежного плена. Вот эта вот кучка, это то, что мне с крыши скидывали, вот что от нее осталось. И, собственно, у меня на клумбе вот еще лежит, закрывает мои первоцветы. Здесь кое-какие цветы у меня уже всходят. Вот, например, тюльпанчики начали всходить, вот они, тюльпанчики. И знаете, в этом году так много мышей, так много нор нарыли. Они мне разрыли все мои эти посадки луковичных цветов. Вот здесь вот, видите, контейнеры видно, кое-где очертания. И они все раскочегарили здесь, даже вот в этих контейнерах. Сейчас я вам еще покажу кое-где, это еще не все. Я даже нашла мышиное гнездо в своей розе, представляете? Это какой-то кошмар. Вот я уже розы открыла. Вот здесь, видите, тряпочки понагрызаны. Это вот с укрывного материала они нагрызли и прямо сделали здесь домик. Я не знаю, выживет ли эта роза или нет. Ой, это кошмар какой-то. Все в мышиных норах. Весь участок просто вот через каждый сантиметр буквально вот такие вот норы их. Их очень много. Девочки уже занимаются регуляцией популяции мышей у нас на участке. Но надеюсь, что они за лето справятся, потому что это какой-то капец. Вот одну розу я еще не открыла, не смотрела, что там. Вот такие шапочки я их укрывала. И, как вы понимаете, неизвестно, что вот под этими шапочками они могут прятаться. Вот Кнописа пришла. Кноп, подойди. Мы сейчас откроем розочку. Опа. Гнезда я нахожу по всему участку в этом году. В прошлом такого не было. Ну, вот это вроде тоже выжило. Хотя ее поломала. Вон, видите, сломался кустик от снега. Ну, ничего. Вот здесь вот есть еще живые почки. Ну, будем считать, что это обрезка такая, да? Главное, что корешок на месте. Ну, вот это вот, конечно, жалко. Сломала розу под снегом. Большой кустик. Она так росла летом. Ну, ничего, вот здесь живые почки, значит, она живая, и с ней все хорошо. И летом она вырастет. Вот эта роза у меня барон. Ой, забыла, как ее. Винчестер кафедрал. Она вполне себя хорошо чувствует. Я ее сильно не обрезала по осени. Но надо будет весной обрезку сделать ей. Я жду, когда подсохнет немного. Как видите, снег еще кое-где лежит. И земля очень мокрая. Смотрите, вот нора, вот нора. Вот норы. Вот здесь прям вообще гнездо было в розе мышиное. Все в норах, смотрите.
Все прям в норах. И девочки, прям вот белочка вот сидит, она караулит, когда мышка вылезет. Масютка, Мася, ты тоже уничтожаешь мышек, да? Давай, давай, моя сладкая, работай, работай, кисенька. Работай. Скажи, это что такое? Мышки у нас на участке, да, моя девочка, да. Да, скажи. Коготочки поточим. Хвостик, смотрите, боевой хвост распуш. Я не знаю, зачем они так хвосты пушат. Все причем, да, моя девочка? Масютка. Ты мой сладкий. Гуляй, гуляй. Я вам хотела показать мышиное гнездо где-то возле грядки у меня. Вот здесь грядку надо будет убирать. У меня здесь росли баклажаны с перцами. Вот смотрите, вот здесь были сугробы большие. И под Масюта, ты мне радуешься, да? Моя девочка пришла ласкаться, пришла кисенька моя. Ты мой сладкий. Вот, видите, мышиное гнездо. Они просто вот нагрызли всяких, натаскали какого-то сена. Здесь вот этих остатков с подвязки веревки. И Масечка, Мася, да что такое, такая радая мне, кися. И вот видите, везде норы, прям большие норы, смотрите, вот там. И Мася мне мешает снимать. Вот это вот сено, я не знаю, вот прям вот здесь вот, видите, вот здесь они спали. Сугробы были высокие, было, видимо, им очень тепло под снегом. И у меня весь участок, прям вот, я не знаю, как вам показать. Вот, смотрите, весь участок вот в таких вот дырах. Просто. Вот на каждом сантиметре буквально. Ах, капец какой-то. Вот вся дорожка, смотрите, какая изрытая. Пипец. Ой. В общем, я уже тут походила немного, посмотрела, где чего можно сделать. Вот эта грядка с клубникой. Прошлой осенью я более-менее ее облагородила, но все равно надо будет прибрать. Здесь что это такое? У меня ласкуша Масюта. Грядки, как видите, нужно наполнять. Вот, это высокая грядка. У меня под ней прорыта яма для всяких там этих веток, палок. И каждую весну она очень сильно проседает. Вот эти тоже. Их все нужно наполнять землей. Вот эта грядка для огурцов. Вот здесь у меня были томаты, но в этом году я надеюсь их в новые теплицы посадить, а сюда что-то другое высадить. У меня освободилось место, буду сажать на огороде в этом году лук. Вот. И вот эти вот высокие грядки из земли буду убирать. Ну, эту землю, скорее всего, пойдет в новые теплицы. Девочки со мной гуляют. Смотрите, вышли на прогулку. Белечка. Распушили хвосты. Так, девочки, мы на грядках ничего не роем. Да, Кнописы? Ничего мы не роем здесь. Здесь у нас клубничка. Белка. А то начали уже. Все, пойдемте дальше гулять. Я хочу пройти сейчас конец участка. Сегодня такой сильный ветер. Я надеюсь, что в микрофон очень хорошо все записывается. Он у меня с ветрозащитой. Я сейчас березовый сок собираю. Хочу посмотреть, что у меня там натекло или не натекло. Я в начале апреля собрала 5 литров березового сока. Он такой, знаете, кристально чистый, как родниковая вода, и слегка-слегка сладкий. Но мне сказали, что чем теплее становится, тем слаще сок. То есть у нас сейчас температура немножко поднимается, несмотря на вот эти температурные перепады. Вот видите, как у меня погнуло здесь парник. Просто дугой все выгнуло. Это все под снегом было, друзья. Это капец. Я повесила, короче, вторую банку 5-литровую. И надеюсь, что эта партия сока будет березового более сладкой. Сейчас хочу посмотреть. Вот еще у меня шелковица выжила. Ну как выжила? Я ее укрыла специально. Она вот длинная у меня выросла. А вот у меня грецкий орех мой. Чувствует себя молодцом. Ничего не померзло. Есть зеленые вот такие вот веточки. И он будет у меня продолжать расти. Он уже, видите, какой большой раскидал ветки. Вот мой кедрик спасенный. Я укрытие сняла. Сейчас солнышко более-менее не такое жаркое. И нету отражения от снега. Ему здесь комфортно будет. Ну вот березки, на которых я сок сейчас собираю. Белочка. Масюта, мы здесь. Масютка. Девчульки мои.
Мои девочки. Масюта. Ты мой сладкий. Ты мой кисик. Сейчас хочу вам показать. Ух, какой ветер. Прям бешеный ветер сегодня. Мама дорогая. Смотрите, снег уже растаял за моим участком. Вот здесь вот сок. Но я смотрю, еще немножко нужно подождать все-таки. Не полностью банка. Нету полностью, в общем, не наполнена она. Боже, какой витрина. Девочки. Ох, капюшон надеть. Ветер, конечно, бешеный. Но уже хочется пойти за участок, посмотреть, что там. Да, Мась? Хочется, да. Пойдемте. Вот смотрите, сколько шишек накидал дятел или кто это. В общем, они ели семена всю зиму с моих елей. Вот на этом, смотрите, как интересно. На ветке вот так вот клали шишку. И смотрите, какую ложбинку выдолбили клювами. Масечка, Мася. Масюткин. Да. Скажи, я тут, скажи. Я не помню, что это за птица. Ну, короче, это, по-моему, дятел. Я видела дятла с шишкой в лапах. Он вот так вот и закрепляет в какой-нибудь ветке и съедает семечки. И вот смотрите, сколько они нагрызли за зиму. Это, знаете, это будет мульча очень хорошая для моих грядок. Масечка, белочка. Смотрите, они как радуются. Гуляют. Так, я хочу сейчас пойти за участок, сходить, посмотреть, что там с речкой. Со мной бегают девочки. Пойдем, Масюта. Пойдем. Тут невероятный ветер. Я вышла за участок. Тут сдувает у меня все. Очень сильный ветер. По-моему, 12 метров в секунду сегодня обещали по прогнозам. С полей снег уже сошел. Меня это так радует, друзья, потому что вот буквально на днях, неделю назад, снег еще лежал, и была такая около нулевая температура. Совершенно все было не похоже на весну. Было похоже скорее на позднюю осень, чем на весну. Вот сейчас хочу за участок за свой пройти к реке, посмотреть, что с рекой. Прогуляюсь. Наконец-то солнечный день. Это прям манна небесная. Так, что у нас тут? У нас тут ай-яй. Еще снег лежит, вон, видите, даже кое-где. Ну вот здесь, как всегда, полно репьев. И снега тоже еще много. Смотрите, какие огромные репьи. Выше меня в 3 раза. Это небольшая такая дорожка, которая ведет к реке за моим участком. Смотрите, какие елки красивые здесь. Вау. И сколько на них шишек, офигеть. Ой, боже. Сколько на них шишек. Смотрите, обалдеть, да? Вот эта ель прям вся в шишках. Наверное, это елка-девочка и елка-мальчик. Елка-девочка вся в шишках. Очень красиво здесь, конечно. Вон там река. Сейчас я вам покажу. Вы мне все время спрашиваете, Наташа, у тебя не затапливает ли участок? Ведь речка рядом. Речка, она достаточно далеко от границы моего участка, от крайней. Вот видите, вот эта елка, вот здесь заканчивается мой участок, собственно, возле этой елки. А вот туда дальше идет река. Я сейчас вам покажу, где она находится и какая она вообще. Вот здесь вот лужи. Это не река, это растаял снег. Я специально сейчас одела резиновые сапоги, чтобы там пройти. А дальше вот за этой лужей будет уже река. Вот представьте, у нас в этом году, этой зимой было аномально много снега. Ну, вы видите, да, он растаял только практически к середине апреля. Блин, я не знаю, я пройду здесь или нет. Здесь, кстати, очень много бобров у нас живет. Они роют норы, как бы не провалиться в какую-то одну из них. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Здесь очень интересно. Так, сейчас попробую пройти. Мама дорогая. Мама дорогая. Так. Здесь как-то так, надо так. Ой. Вот, сейчас я вам покажу русло реки. Я прошла эту лужу. А сюда, можно сказать, стекло
большинство снега, который был выше вон там, вон по горе, где стоит мой дом. Вон мой дом стоит, вон видите, да? Вот оттуда, с моего участка, вся вода, весь снег, который растаял, стекает. И вот здесь вот, в общем-то, болото такое небольшое образуется. Даже при том, при всем, что у нас было много снега, видите, уже достаточно сухо в низине. Ну как, немножко, конечно. Есть вода. Вот, собственно, та самая река, которая... Мне подписчики говорят: Наташа, она же разливается по весне, как вас там участок не затапливает? Да нет, друзья, вот смотрите, снег практически растаял, и видите, какое у нее русло у этой реки. Оно с очень высокими берегами, даже при том, при всем, что снег уже растаял, как бы, да, очень высокие берега у нее. И здесь, кстати, что самое интересное, лето, когда наступает, эта река обмелевает, и она становится практически как ручей. Вон, смотрите, какое дерево еще упало. Это все бобры погрызли. Смотрите, какое огромное. Ну, на видео, наверное, непонятно. Здесь целая плотина бобринная. Вот они сгрызают деревья, и все эти деревья падают в реку. И, собственно, запруживают ее. Вот смотрите, какой высокий берег. Это представьте, какой глубокой была речка раньше, да? Тут мне местные жители рассказывали, что раньше здесь были мосты, ну, через эту реку, ловили рыбу, купались в ней, а сейчас это просто, ну, какое-то подобие реки, остатки от нее, скажем так. Но, тем не менее, вон, видите, что-то есть. Вон, смотрите, сколько они нагрызли, бобры, этих деревьев. На той стороне, причем нападало. Они почему-то на той стороне грызут, и с той стороны все падает сюда. В прошлом году вот это вот дерево сгрызли, оно упало прям через реку, его спиливали тут. Ну, вот еще, как она бурлит, эта речка. И дерево, смотрите, вот эта яблоня дикая, она стоит прямо на окраине, на краю прям. Прямо на краю стоит. Как бы здесь не осыпалось чего. Вот, смотрите, яблоня вот-вот упадет в реку. Она прям размыла. Смотрите, бобрины, да, домики какие интересные, да? Вот это шалашик бобринный. Так интересно, они понастроили здесь чего-то. А вот и первый цветочек мати-мачехи. Божечки! Смотрите, какая красота. Наконец-то цветы появились. Ну, теперь точно весна. Вот такая вот у нас речка, друзья. Ветер, слышите, какой бешеный просто. Меня прям сдувает. Я здесь стою, как бы меня в речку не сдуло. А вот здесь сейчас я вам покажу бобринную нору. Каждую весну это бобринная нора здесь. Смотрите, какая она глубокая. Ух ты! Сейчас я вам поближе покажу. Смотрите. Вот она какая. Нарыли. Вот там они живут. Смотрите, как глубоко вырыли нору. Сейчас такой бобер на меня какой-нибудь выпрыгнет. И такой хоба. Смотрите, какие они трудяшки. Смотрите, сколько они веток насобирали, хвороста. Смотрите, так здорово. У них тут целый этот комьюнити. Это прям вот можно брать на растопку печей. Хотя у меня и так на участке на растопку полно всего. Вот это да, вот это я, смотрите. Ой, мне хочется еще вон туда прогуляться. Но такой ветер нездоровый прям. Знаете, можно так походить и найти мост в виде дерева. Я очень люблю здесь гулять по весне, потому что здесь нет еще высокой травы. И можно осмотреть весь берег спокойно. Вот смотрите, сколько воды. Но я в резиновых сапогах. И вот это все стекло с моего участка, снег растаял здесь. Вот как затопило возле речки. Но это не мой участок. Мой участок начинается вон там. Точнее, заканчивается там. А вот здесь вот, как я вам уже показала, вот здесь по границе русла реки. Вот так вот, друзья. А вы говорите, вас там затопит. Но затопило, но совсем чуть-чуть, и за моим участком вот такие вот только лужи. Хожу тут, меряю лужи, вам показываю. Здесь вот мне по щиколотку.
Но видите, преимущество участка, который стоит на склоне, оно в том, что даже вот когда весна и много снега тает, да, он весь стекает вниз. Вниз. Вот здесь вот самое заболоченное место за моим участком. И смотрите, какое большое расстояние, да, чтобы дойти до моего участка. При всем желании вся вода, она все равно стечет в русло реки. И то, как понимаете, боже, какой ветер. Просто трындец, какой ветер. О, боже, ужас. Ай-яй, птица вон там летит, не может никак. Видите, на одном месте летит из-за того, что ее уносит ветром сильно. Ну вот, пожалуй, и все, друзья. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.